Здравствуйте. Сегодня 13 октября 2016 года, и я понятия не имею, какой формы наша Земля. Я не знаю, ни у кого не было возможности сверху посмотреть на нее и сказать точно. Мы ничего не знаем. Мне бы очень хотелось сказать, что моя интуиция настолько хорошо работает, что я знаю все об этом мире. И я бы очень хотела сказать то, что у меня супермозг, который может проанализировать всю имеющуюся информацию и выдать точный вариант. Проблема только в том, что я хочу стать свободной. И я хочу помочь другим, насколько это возможно, насколько я вообще могу это сделать. Потому что никто на сегодня точно не знает, что из себя представляет место, где мы живем. Нам не дают никакой информации. СМИ, политика, религия, НАСА, все нам врут. У нас нет четких данных. У нас есть только частички пазлов, которые мы пытаемся собрать. Я знаю, я чувствую, что ось мира существует. Я хочу, чтобы сегодня мы подумали вместе и вместе нашли доказательства. Что с нами случилось? Что произошло с нами и почему наш мир такой неправильный? Я снова буду объяснять на фильме «Аватар». С нами случилось то же самое, что в фильме «Аватар». С той разницей, что наш сервер уничтожен, а в фильме нет. В фильме хороший конец. Эйва служила сервером, сообщающаяся сеть деревьев, животных, возможность скачивать и закачивать информацию. Эйва, дерево душ, выступала тем, что мы можем называть главным сервером. Кремниевая эра — это было время, когда все было взаимосвязано. И сегодня мы это чувствуем. Мы говорим, что все едино. Наша генетическая память работает. Даже когда вы смотрели этот фильм, я уверена, что вы чувствовали единение. Вы чувствовали что-то, что давно забыли. Но, как и все, вам было стыдно в этом признаться, что вы чувствуете, что этот фильм отражает нечто внутри вас, что забыто, скрыто или высмеяно. И главная фраза в фильме «Аватар», которую пропускают, это которую говорит главнокомандующий перед тем, как взорвать дерево душ. Он говорит фразу: «Мы пробьем такую дыру в их генетической памяти, что они на сотни лет к этому месту не подойдут». Эту фразу все пропустили мимо ушей. А это ключевой момент. Наш сервер был разрушен. Что происходит, когда падает сервер? Информация остается локально, на машинах определенных. Аксис Мунди, ось мира — это источник, это главный сервер. Почему срубали деревья? Потому что они срубали локальные, небольшие сервера. Каждый компьютер в мире представляет из себя небольшой сервер. Когда сервер падает, сервер со всей имеющейся информацией, со всех компьютеров на Земле, восстановить потом сеть практически невозможно. Для того, чтобы восстановить сеть, нужно собрать всю информацию со всех компьютеров. С моего компьютера, с твоего компьютера, с компьютера твоей мамы. Это очень сложно, поэтому разрушившуюся сеть восстановить практически невозможно. У нас пропал доступ к генетической памяти. Мы имеем на сегодня различные течения, философии, мифологии, которые все говорят об одном и том же. Мы можем провести параллели между эзотерикой, между физикой,
между математикой, между каббалой, между буддизмом. У нас есть очень много оставшихся серверов. Поэтому собрать картину воедино достаточно сложно. Сейчас компьютерщики понимают, о чем я говорю. Когда падает сервер, это конец, все приходится заново начинать, все приходится заново восстанавливать. Поэтому мы ничего не помним, но мы чувствуем. Наш врожденный Wi-Fi, который, да, работает не на тех частотах, что уже надо, чувствует, где правда, и это нормально. То, что мы называем интуицией, шестым чувством, это всего лишь логика, которую мы не можем выразить. Мы чувствуем, что есть недостающие звенья цепи, но мы знаем, что это правда. Поэтому, когда люди говорят я чувствую, я знаю», да, мы можем чувствовать, действительно. Да, мы чувствуем всем своим воспринимающим аппаратом, что есть правда. Все так называемые места силы, аномальные места, гора Меру – это все тот самый источник. Тот самый источник, который мы чувствуем нашей генетической памятью. Наш встроенный Wi-Fi сейчас работает очень плохо. Но мы прекрасно с вами знаем, что такое чувствовать другого человека на расстоянии. Это нельзя отрицать. Мать чувствует, что происходит с ее ребенком на расстоянии. Влюбленные чувствуют друг друга. Лучшие друзья чувствуют друг друга. С кем-то у нас Wi-Fi налажен замечательно, а с кем-то нет. Вот и все. В этом нет абсолютно никакой мистики. Все это можно объяснить. Все это логично. Доступ к источнику – это власть над прогрессом, власть над технологиями. Все технологии, которые мы на сегодня имеем, это лишь то, что нам позволяют использовать. У тех, кто нас контролирует, есть доступ к источнику. И что они нам дали? Интернет. Wi-Fi. Что такое интернет? Откуда он берется? Где он? Интернет. Этернет переводится эфирная сеть. Никаких спутников не существует, мы это уже знаем. Весь интернет идет по проводам, по дну океана. И это не скрывается, эта информация есть в свободном доступе. Весь интернет соединен по проводам между странами. Вопрос. Куда ведет главный провод? Несмотря на то, что место главных серверов сегодня засекречено, под серверами я имею в виду привычные нам сервера, а не остатки от Кремниевой эры. Местоположение этих серверов засекречено как ничто. Но первый находился в Англии. И оттуда идут все провода. Почему все говорят, что Англия управляет миром? Туда ведут все провода. Силиконовая долина, Кремниевая долина по-другому. Место, где рождаются чипы. Что из себя представляет чип? Функция чипа – это определение частоты сигнала в основном. Поправьте меня, если я не права, но, по-моему, функция чипа – это определять частоту, логику, функции того или иного предмета. Например, чип в Wi-Fi роутере определяет частоту. Все чипы производятся в Силиконовой долине, точнее в Кремниевой долине. Искусственное устаревание – это не коммерческий ход. Запомни, глобальному предиктору не нужны твои деньги. Искусственное устаревание – это контроль. Первые провайдеры, первые компании, которые проложили подводные кабеля, это и есть те, кто имеет на сегодня доступ к источнику, доступ к ресурсам. И они имеют очень интересные названия своих компаний. Например, первый провайдер так и назывался World – мир.
аббревиатура фразы «In God we trust» переносит нас на сайт Blue Onyx. Тоже достаточно интересная компания. А дальше все главные провайдеры имеют названия такие, как «Источник» и так далее. Провайдеры первого уровня отличаются тем, внимание, что они не платят за доступ в интернет. Конечно, они не платят, потому что они подключились к источнику. Это так называемые транзит-фри операторы, которые уже продают точнее, связь более мелким провайдерам, соответственно, чипы в наших роутерах контролируют частоту эфира, которым мы пользуемся сегодня. И мы, как довольные собаки, обгладываем маленькие косточки того, что мы могли бы иметь. Если вы посмотрите на картины с библейскими сюжетами, вам станет ясно, что все те технологии, которые мы имеем сегодня, раньше были гораздо более продвинутые. Нам внушили, что у нас нет никакой истории, что мы обезьяны. Нас из поколения в поколение воспитывали, внушая, что мы животные, что мы обезьяны, и что мы должны радоваться тому, что сегодня мы имеем компьютеры. В Силиконовой долине находится источник. Когда Джобс выпустил свой рекламный ролик о том, что 1984 будет не таким, как 1984, он имел в виду, что его компьютеры не будут подчиняться глобальному предиктору. Он хотел подарить людям технологию, а не средства контроля. Все те технологии, которые мы на сегодня имеем, типа компьютеров, телевизоров и скайпа, и близко не стоят с тем, что мы на самом деле можем. Весь этот цирк под названием научный прогресс — это просто кости, которые нам кидают. Кидают те, кто имеет доступ к источнику. Все войны в мире происходили и происходят исключительно из-за доступа к источнику. Войны не начинаются из-за идеологии. Войны не начинаются из-за территории. Территория, идеология, вера — это лишь причины, которые внушают людям для того, чтобы делать грязную работу их же руками. Ни одна война не происходит из-за веры или из-за территории. Любая война происходит из-за ресурсов. Там, где сейчас происходят войны, там источник. Источник эфира, источник свободной энергии, разделение на страны, вероисповедания, философии, идеологии внушаются человеку только для того, чтобы сделать грязную работу его же руками. Доступ к источнику — это контроль. Тот, кто контролирует доступ к источнику, контролирует этот террариум. А теперь я хочу, чтобы мы с вами занялись картографией. Потому как карты — это то немногое, что у нас осталось, и с чем мы можем работать и делать на основе этого выводы. Давайте думать вместе. Что мы имеем на сегодня? Мы можем сказать, что поверхность Земли, по которой мы ходим, скорее всего, плоская, более-менее плоская. Она может быть вот такой или вот такой, скорее всего, такая. Но остаются открытые вопросы, которые ставят под сомнение теорию плоской Земли, хотя я лично являюсь ее приверженницей. Но нужно ответить на некоторые вопросы. Во-первых, как совершаются кругосветные путешествия?
Почему мы ходим по кругу? Если Земля вот такая плоская, то почему мы не можем напрямую плавать через центр? Почему мы обязательно плаваем по кругу? Это открытый вопрос. Далее, мы можем согласиться более-менее, что азимутальная картографическая проекция является наилучшим отражением действительности. Из этого вытекает вопрос, почему любая картографическая проекция является цикличной. Для выражения поверхности нашей Земли на плоскость используют эллипсоид вращения. Почему эллипсоид? То есть они берут фигуру геоида, все ссылки в описании. Это теоретическая часть, которая не является обязательной, но тем не менее давайте ее проговорим. То есть геоид. Для того, чтобы создать картографическую проекцию, нужно определить фигуру Земли. Фигуру Земли определяют как некий геоид. Для отображения небольших участков квазигеоид. Для выражения геоида используют эллипсоид вращения, что на самом деле странно. То есть зачем зацикливать систему? Если мне нужно отобразить поверхность этой тарелочки на плоскость, зачем мне использовать эллипсоид вращения? И если она статична, зачем мне использовать эллипсоид вращения? Важно понимать, что форма Земли – это нечто настолько абстрактное даже в понятии современной науки, что я считаю, что нам с вами заострять на этом внимание – это просто терять время. А времени у нас мало. В картографии фигура Земли – это нечто, что определяется в зависимости от области применения. Поэтому все картографические проекции имеют искажения. И ни одна из них не является реальным отражением действительности. Но мы с вами, опять же, можем согласиться, что азимутальная проекция наилучшим образом отражает действительность. Нам важно понимать, почему любая картографическая проекция циклична, почему она зациклена, почему мы ходим по кругу. Дальше. Важно понимать, что есть Антарктика, что представляет из себя Антарктида, но мы разберемся с этим дальше, потому что путаница с Арктикой и Антарктикой – это тоже очень интересный вопрос. Далее, куда указывает стрелка компаса? Мы уже с вами понимаем, что на ось мира, на Axis Mundi указывает стрелка компаса, но где конкретно она находится, вот с этим нам нужно определиться. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что картографическая проекция – это способ выражения, способ отображения поверхности Земли на плоскость. Картографическая проекция не является достоверной визуализацией длин, размеров, расстояний. Все это условно в зависимости от области применения. Но как схему мы можем это рассматривать. И работать мы будем исключительно как со схемой. Итак, мы с вами смотрим на эту карту мира, которую мы все знаем. Здесь на привычном месте находится Антарктика, Австралия, Европа, ну и так далее, Гренландия. А Северный полюс у нас никак не обозначен. На Гренландии у нас мир заканчивается. По крайней мере, так нам это показывают. Дальше давайте мы с вами рассмотрим уже привычную нам карту. Typus Orbis Terrarum. Модель круглой страны. Здесь мы видим, что внизу, на месте Антарктики, как мы привыкли видеть, находится некая Terra Australis Nondum Cognita. Terra Australis. А наверху у нас Terra Septentrionalis Incognita. Septentrionalis, Septentrio – это север. Так, для сравнения, вот здесь у нас Гренландия, чтобы вы могли ориентироваться. И мы видим здесь некие земли с проходами, с реками, ведущими куда-то
ну, как мы уже понимаем, вот сюда. Так, дальше. Еще одна карта. Здесь мы снова видим Terra Australis. И наверху над Северной Америкой мы видим уже достаточно четко обозначенные земли с теми же реками, которые ведут к центру. И здесь тоже. Далее. Еще одна карта. Снова видим Terra Australis. Здесь написано Полюс Антарктикус. Полюс Антарктикус в данном случае это лишь название низа картографической проекции. Далее. Снова видим Terra Australis и название Магаланика. Лично я не нашла особо никаких свидетельств о Магаланике, кроме как то, что это старое название Австралии, но сведения об этом потерли, мне кажется, и я не нашла, ну, практически ничего. Может, у вас получится что-то найти о Магаланике, хотя это не имеет смысла особого. И так понятно, что это ледяной круг. Итак, мы смотрим, что здесь также отображены земли в районе Септентрио, в районе Северного полюса. Далее. Снова Typus Orbis Terrarum. На этой же карте мы видим, что и Южный полюс, так называемый, и Северный полюс не обозначены практически никак. Видимо, они еще не определились, как нам это все подавать и рисовать. И мы здесь видим, что на Северном полюсе над современной Россией, вот для ориентира Гренландия, не обозначено четко ничего. То есть здесь достаточно размытые границы. То есть, условно говоря, мы еще не знаем, как вам наврать, поэтому мы ничего конкретно не будем здесь рисовать. И еще одна карта. Novus Titus Terrarum Orbis Geographica и Hydrographica Tabula. Снова мы видим внизу Магаланика, Terra Australis Incognita, неизвестная страна, инкогнита. Здесь мы видим проекцию Южного полюса, которая снова называется Магаланика. Здесь проекция Северного полюса, где снова вроде бы ничего нет. Вообще, если взглянуть на эти карты, то они достаточно интересные сами по себе. Посмотрите хотя бы на этих животных, которые были тогда. Броненосец какой-то, черт его знает. Это вам не чихуахуа, подмышка. Так вот. Далее. Orbis Terrarum Typus de Integro ля-ля-ля. Снова мы видим внизу Магаланика, Terra Australis. Наверху у нас снова отображение неких земель вокруг центра нашей страны. И снова мы видим, что туда есть реки, туда есть проходы. И вот для ориентира Гренландия, и вот Новая Земля. По-моему, это остров Северный, нужно посмотреть по карте. Здесь мы тоже видим достаточно интересные иллюстрации, которые довольно красочно описывают новую историю, которая творилась в буквальном смысле. Так,
Следующая карта, здесь то же самое. Магаланика. Магал или Магалланика, я не знаю, Магаланика, Магалланика. Снова мы видим, что здесь есть некие земли, в которые можно попасть. Итак, еще одна карта. Nova e integra universi orbis descripto. Здесь мы видим проекцию Северного полюса, так называемого, и Южного полюса. Здесь мы видим, что эти земли отображены не так плотно друг к другу, но тем не менее они есть. И мы видим, что в центре есть некая гора, либо остров. Что-то, что является центром меридиан. Снова для ориентира вот у нас Гренландия. Итак, а это проекция Южного полюса, и это подозрительно похоже на то, что мы сегодня знаем как Антарктика. Но на самом же деле переносим все это, переносим все это на тарелочку. Terra Australis – это у нас ледяной круг, ледяная стена. Вот это еще одна проекция Кристиана Скрутена, 1557 год. Считается мифической проекцией, потому что здесь явно изображена ось мира, изображена та самая гора Меру, изображен источник, изображен северный магнитный полюс. Рассмотрим еще одну проекцию Северного полюса. 1597 год. Мы не можем быть уверены, что это действительно 1597 год, но работаем с тем, что есть. Смотрим, что здесь также изображены некие земли, которые, кстати, подозрительно похожи на форму Антарктики. То есть зачем они слямзили? Они или слямзили ту же форму, либо там какая-то часть берегов затонула. Я не знаю. Вы понимаете, ребята, разбираясь в этом всем, приходится делать сумасшедшие допущения, ну и, конечно, все это проверять. Но факт в том, что некие земли на Северном полюсе явно отображаются. И вот мы видим, что они окружены горным хребтом. И мы видим, что в середине написано Полис Арктикус, и в середине явно обозначены тоже горы. Вот у нас для ориентира Новая Земля, а вот Гренландия. Еще одна карта 1599 года, написана Вильямом Беренцем, Беренц, Arctic Exploration. Видим полюс Арктикус. Ну, а здесь они делают то же, что и делает сейчас Google Maps. Они просто не дорисовывают. Ту часть, которая там сейчас на самом деле есть. Вот снова для ориентира Гренландия. Мы видим, что здесь граница размыта. Для примера, вот современная азимутальная проекция с центром на Северном полюсе. Здесь мы видим, что на карте не изображено ничего. И даже если подумать логически, даже если там ничего нет, куда притягивается стрелка компаса, на что она указывает? Да, они бы могли соврать, что там находится некая гора, по которой мы все ориентируемся. Нет, они просто ничего здесь не указали. И еще одна карта, 1606 год, проекция Меркатора. Здесь мы видим явно обозначенную гору в центре, которая называется Рупес Нигра. Рупес Нигра – это, опять же, согласно Википедии, быстро читаем, пока не подтерли, мифический остров, который
находится на Северном полюсе, либо является Северным полюсом. Статьи на русском нет, пользуйтесь Гуглом переводчиком. Факт в том, что эта гора отображается на старых картах. А если мы с вами переведем, что здесь написано, это вообще очень интересно. Здесь у нас пигмеи живут. Обязательно займусь переводом этой карты. Еще одна картографическая проекция. Тоже примерно начало 17 века. Здесь мы снова видим, плохо, но видим, что в середине есть некая гора, окруженная землями, в которой есть 4 прохода. Снова проекции, которую мы с вами уже видели. Здесь мы видим на Южном полюсе Австралис инкогнита, неизвестная Австралия. Вообще интересно было бы перевести слово Австралия. Что оно значит? Что оно означало? Точно надо перевести. Так, и здесь, на Северном полюсе, снова мы видим гору. Снова мы видим, вот для ориентира Гренландия, вот 4 реки. И в центре что-то. Ось мира. Далее, проекция Меркатора 1569 года. Очень интересная карта сама по себе. Здесь, внизу уже мы поняли, Австралис. Здесь явно отображается то, что мы уже с вами видели, проекция Северного полюса с осью мира посередине, с Рупес Нигра посередине. И здесь мы видим четкое отображение гор вокруг. Здесь наверху мы явно можем видеть протоки, реки, проходы, я не знаю, как это назвать, которые ведут к Аксис Мунди. Итак, снова для ориентира вот Гренландия. Это территория современной России. Я полагаю, что где-то здесь Архангельская область, Красноярский край. И знаете, это мое предположение пока что, но глядя на эту проекцию Северного полюса, которая подозрительным образом похожа на то, что нам сегодня впаривают как Антарктиду, я подозреваю, что ледяная стена существует не только по краям, она существует и вокруг оси мира. И это отвечает на вопрос, почему любая проекция является цикличной. Зачем нужно зацикливать систему? Потому что мы не можем попасть туда, нас туда не пускают. Нас зациклили по кругу. Любая проекция картографическая является цикличной, и для выражения ее используется эллипсоид вращения, потому что нас нужно было зациклить. Вот вам и проекция круглой Земли типус Orbis Terrarium. Зачем? Почему? Тот, кто имеет доступ к источнику, владеет этим миром, владеет всем, владеет технологиями. Да он бы все сделал, чтобы мы не догадались, что он там. Фух. Так, еще одна проекция. Здесь мы снова видим вот для ориентира Гренландия. Здесь снова нечто посередине. А это карта, которую наши современные эзотерики называют карту потерянной или затонувшей Гипербореи. Ничего не затонуло, оно все находится там, где и находилось. Просто нас туда не пускают. Вот она, вот она та самая не затонувшая Гиперборея. А даже если она и затонула, то ось мира все равно должна остаться. Источник все равно должен был остаться. Возвращаясь к теме источника, это карта 1665 года, карта подземных вод. Мы не можем сейчас говорить о том, в каком масштабе эта проекция, но эта проекция явно
того, что мы сегодня знаем как Северный полюс. Мы не можем говорить, в каком масштабе она, но я уверена, что если наложить эту карту на современную азимутальную проекцию, центром которой будет являться Северный полюс, и масштабировать правильно, то мы увидим, что войны велись там, где сейчас находятся вот эти вот источники. А посередине у нас та самая ось мира, и это объясняет вот эту вот форму, которая как бы похожа на запятую, или как это назвать. Вот, это карта из атласа, американского атласа, по-моему, 1944 года, где мы видим, что Северный полюс вот тоже напоминает такую как запятую. Так, и здесь мы видим, что вот эта местность рядом с Гренландией очень похожа на карту подземных вод по форме. Вот еще одна карта подземелья, примерно тоже конец 16 или начало 17 века. И опять же, если мы тоже в правильном масштабе наложим это на современную азимутальную проекцию, центром которой является Северный полюс, я уверена, что мы с вами увидим причины всех войн, мы увидим, где находятся источники, какие из них загашены, где находятся самые большие вулканы, почему они погасли, почему какие-то из них действуют. То есть все это можно объяснить. Всему этому есть логическое объяснение. Наши предки все знали, мы все с вами знаем. Это все просто нужно откопать, этим всем нужно заниматься, пока это все, пока лавочку не прикрыли, потому что подчищается все очень сильно. Все подчищается, к сожалению. В общем, помогите мне, займитесь этим, масштабируйте так, как нужно, и вы увидите, где сейчас происходят войны, где сейчас находятся главные источники, где так называемые места силы. Нам достаточно просто переложить одну проекцию на другую. Далее, невероятно интересная карта. Смотрим, что у нас здесь. Вот у нас та самая Гренландия, и здесь мы видим явно обозначенный какой-то источник, сияющий источник. Карт 1876 года. Mer Libre. Свободное море. Здесь мы видим, что явно обозначен путь, проход туда. И здесь тоже. Все это раньше обозначалось на картах. Что хотел сказать автор? Да то, что проход в Мидгард существует. И, друзья, я была не права, по-моему, в первом видео, в котором сказала, что мы с вами находимся в Мидгарде. Если мы будем опираться на скандинавскую мифологию, то мы с вами не в Мидгарде. Мидгард, он находится вот здесь вот. А мы в Утгарде. Мы в Утгарде. Ладно. Итак, напоследок я хочу вам показать несколько карт Второй мировой войны и несколько других интересных карт. Вот, например, Post Office Radio Telephone Services. Опять же мы видим карта 1935 года. Карта, условно говоря, карта связи, радио и телефонных услуг. И здесь мы видим, что все провода ведут в Англию. Там находится сейчас главный сервер. Сервер, который не упал, на который была хакерская атака, благодаря которому наша эфирная сеть, то есть интернет, сейчас криво-косо работает. Вот еще одна карта проводов, современная уже. Cable and Wireless Great Circle Map.
Все кабеля у нас ведут в Англию. Global Map for Global War and Global Peace, 1943 год. Снова мы видим Гренландию, снова мы видим уже знакомую нам по форме Землю, но без обозначения проходов и без обозначения оси мира, естественно. Карта Второй мировой войны, 1942 год. Снова мы видим, что здесь хотя бы они это называли ледяной шапкой, Ice Cap. Дальше. Карта Pan American, 1941 год. Смотрим, как летает Pan American. И здесь мы видим, что Pan American все-таки тоже обозначила, что они есть. И мы видим, что они даже пририсовали северное сияние, то есть блики от оси мира. А это карта истории полетов 1942 года. И здесь мы видим, что на Северном полюсе стоит мальчик с биноклем и что-то подозрительно похожее на телевышку, чем по сути является любой источник и чем является ось мира. И самая главная карта, на которую я бы хотела заострить внимание, которая закончит мой доклад, называется Норсете Ипсум. На ней изображен шут, на лице которого мы видим проекцию круглой страны. Это только часть гравюры. Остальная часть, скорее всего, хранится в каких-то или подвалах Ватикана, или подвалах Лувра, что тоже является очень охраняемыми местами. И что там под землей, кто оттуда лезет и к чему они подключаются, это очень большой вопрос. Вот здесь мы тоже видим Terra Australis и видим наверху Terra Septentrium Incognita. Доступ в Мидгард, согласно скандинавской мифологии. Я была не права. Мы не в Мидгарде. Мы в Утгарде. Норсете Ипсум. Познай себя. На лбу у него написано «О капутель боро дигнум», что, по идее, значит тот, кто достоин править. А здесь мы видим надпись, которую я не хочу испортить своим плохим акцентом. Но суть в том, что каждый человек глуп. Либо глупость человеческая бесконечна. Царь Соломон. Карты, произведения искусства, живопись. Это то, почему мы можем сегодня изучать нашу историю. И к чему я все это веду, друзья? К тому, что выход из этой всей ситуации есть. И это не мифический какой-то выход. Это не фанатичное вознесение или просветление, как нам впаривают. Ложная идея просветления, чтобы скрыть правду. Это реальный выход из нашего террариума. И это абсолютно логично. И я бы очень хотела, чтобы это не было логично, но это логично. И это правда. Что мы можем сделать? Первое, мы можем наконец-то проснуться как человек разумный, как Homo sapiens, и начать помогать друг другу, помогать в исследованиях, помогать друг другу собирать пазл до конца, потому что я уверена, что я не все продумала, и я не все собрала, и мне нужна помощь. Далее, физически идти к источнику, то есть как сисмунди, это самоубийство. Такая глобальная ложь и поддерживающаяся столько времени, и я сомневаюсь, что кто-то нас туда пустит. Но что мы можем? Мы можем смотреть. У нас есть объективы, огромные объективы. У нас есть телескопы.
У нас есть дроны, которые мы можем запускать. Мы можем просто смотреть туда, куда указывает стрелка компаса. Мы можем забираться на небоскребы и просто смотреть туда. В нашем мире, по-моему, уже меньше тех людей, которые не видели НЛО, чем те, которые их видели. Это уже ни для кого не секрет. У нас постоянно что-то летает. И ты можешь просто в следующий раз, когда что-то увидишь, заснять это на камеру и рассказать своим друзьям. Ты можешь начать об этом говорить. И ты можешь начать просто смотреть и видеть. Помогать в распространении правды. Рассказывать это своими словами своему окружению. Перестать стесняться этого. Перестать стесняться того, что ты хочешь свободы, того, что ты понимаешь, в чем дело. Чувство стыда – это мощнейший инструмент манипуляции. Хватит стыдиться своего желания свободы. Распространять информацию, давать ссылки на других блогеров, как я уже говорила, самим искать что-то. Не все из нас, людей, обладают достаточным упорством для того, чтобы противостоять этому. И для того, чтобы обрести свободу. Делай то, что ты можешь и что в твоих силах. И если в твоих силах сделать репост, опять же, не обязательно меня, то делай его. Если в твоих силах даже рассказать своей маме о том, что в нашем мире не все так просто, делай это. Мне столько людей написало: Кристина, я все это знала или я все это знала. Я чувствовала, что все так, но я боялась это сказать, я боялась это выразить, я боялась, что подумают, что я сумасшедшая. Хватит бояться. Если ты находишь что-то, делай ролик об этом, распространяй информацию, пиши посты. Пусть это будет коряво, пусть это будет неумело, пусть это будет с не очень хорошим качеством. Какая разница? Мы тут уже не выпендриваемся друг перед другом. Тут уже нужно расставлять приоритеты, что для тебя важнее. Друзья, своим желанием свободы нужно гордиться. Гордись этим. Ну а, дорогие товарищи, программисты, я думаю, вы знаете, что делать. Я говорю об этом так спокойно, потому что я знаю, что в нашем мире нет анонимности. С тех пор, как появилась эфирная сеть, анонимности больше нет. И все это иллюзия. Почему я об этом так спокойно говорю? Я не спокойна, я просто это пережила. В моей голове уже прошли все стадии отрицания, гнев, боль, подавленность, принятие. Первую часть, правда, я, кстати, снимала на эмоции, гнев. Наш мир гораздо более интересен, чем мы о нем привыкли думать. И я говорю это как человек, который ржал над теми, кто верит во всяких рептилоидов или теории заговоров и прочее. Я ни во что в это не верю, я верю в причину и следствие. Причина и следствие указывает на все вышесказанное. И напоследок я покажу вам карту, которая называется «Несуществующая карта Фейриленда», 1918 год. А вы уже сами судите, правда это или нет. И сами думайте, куда идут эти мужчины и женщины. Благодарю за внимание.